Всем привет! Если вы сомневаетесь, эксплуатирует ли моноколесо зимой, позвольте мне поделиться с вами своим опытом. Возможно, это позволит сделать ваш выбор. Но для начала напомню, что совсем недавно на канале вышло 2 ролика, как подготовить моноколесо к зимней эксплуатации и какую экипировку выбрать. Если не смотрели, начните просмотр с них. Ссылочку прилагаю. А мы начинаем. Плотно утрамбованный снег или лед создают скользкое покрытие. Выглядит это настолько опасно, что даже допустить мысль использования моноколеса кажется чем-то абсурдным. Казалось бы, как можно удержаться на одном колесе, если порой это не просто даже на 2 ногах? Это поразительно, но на практике все совсем иначе. За счет небольшого пятна контакта и, как следствие, внушительного давления на него, а также с помощью работы гироскопа, помогающего райдеру удерживать продольное равновесие, моноколесо показывает весьма впечатляющую устойчивость и достойную управляемость на скользком покрытии. Конечно, у всего есть предел, но от себя скажу. Я затрудняюсь ответить, как я чувствую себя увереннее, передвигаясь на 2 ногах или же на моноколесе. И при этом навык езды на моноколесе у меня продолжает расти, если вы понимаете, о чем я. Кататься зимой на моноколесе – это особый, ни с чем не сравнимый кайф. Для меня это как горнолыжный склон, который начинается прямо от подъезда и длится десятки километров. И в случае необходимости его можно удлинить обычной электрической розеткой. Моноколесо за счет приличного радиуса с легкостью преодолевает большинство препятствий, встречающихся на пути. Отлично держится на склоне, тащит гору и при небольшой сноровке вполне способно преодолевать наледь. Поэтому даже в зимний период оно по-прежнему остается самым компактным и маневренным транспортом для решения как деловых задач, так и для проведения досуга. Знаете, на колесе я езжу уже лет, наверное, 5, и уже таких ярких эмоций, как те, которые были в начале, уже, скорее всего, нету. Но выезжая зимой и катаясь по лесу среди лыжников, что-то такое, знаете, напоминает привкус детства. Этакий радостный. Это лес, погода, снег. Это на самом деле очень потрясающее ощущение, которое я просто рад заново испытать. Окружающие реагируют, и реакция достаточно разная, начиная от «Ух ты, а что так модно было?» и заканчивая «Ах, вы негодники, это не спортивно!» Сейчас я еду на стоковом InMotion V11. У него стоит летняя резина с центральным сликом. Она накачана по-летнему где-то, наверное, до 2,5 атмосфер. И тем не менее, как видите, он прекрасно держится на снегу и никаких особых проблем нету. Что касается моноколес с подвеской зимой, то здесь ситуация примерно двоякая. Я не скажу, что это дает какие-то преимущества, но на таких мелких неровностях, конечно, на нем комфортно. А вот к большим неровностям или к таким ямам надо привыкать. Дело в том, что в тот момент, когда уже начинается кочка, подвеска отрабатывает и колесо еще идет вниз. И вы туда плюхаете глубже, продавливая снег. К этому можно привыкнуть, к этому можно приспособиться, это не является какой-то проблемой. Просто есть такой момент, который надо приучить себя немножко по-другому отрабатывать ногами. В целом, в остальном, колесо с подвеской вполне годится для зимы. Я не знаю, как на дистанции поведут себя амортизаторы. Я, честно говоря, этой зимой на нем фактически не ездил. У меня ведь есть 18L, который у меня отобрал мой добросовестный оператор. Именно поэтому я вынужден сегодня был взять V11 и ехать на нем. Для того, чтобы опыт зимней эксплуатации был исключительно положительным, стоит учитывать ряд особенностей. Позвольте поделиться с вами теми, которые удалось выделить лично мне. Наверняка список будет неполным, поэтому если среди вас имеются опытные райдеры, которым есть что добавить, обязательно черкните в комментариях. Это очень поможет начинающим райдерам. Для использования зимой подходят практически любые моноколеса, но по своему опыту могу сказать, что на колесах с большим радиусом и широкой покрышкой, которая меньше проваливается в снег, я чувствую себя на порядок увереннее. И да, покрышку для зимы очень рекомендуется поменять, но об этом я рассказывал пару роликов назад. Непосредственно перед выездом стоит уделить внимание 2 моментам. Первый и самый важный – это давление в камере моноколеса. Для зимней эксплуатации его необходимо снизить примерно
процентов на 20. Это немного увеличит пятно контакта и улучшит зацеп. Кроме того, позволит резине быть более эластичной и не отрываться от земли на небольших кочках. Если вы начинающий райдер и еще не знаете, до каких значений нужно накачивать моноколесо, то ориентировочные значения я приводил вот в этом ролике. И если не смотрели, обязательно загляните. Конечно, снижая давление в покрышке, вы немного повышаете риск помять обод. Ну, во-первых, зимой, как правило, скорости меньше, а покрытие мягче. А во-вторых, как показала практика, исправить обод или даже заменить мотор-колесо куда проще, чем собственные связки или кости. В общем, выбор, как всегда, за вами. Ну и второй момент, и это жесткость педалей. Это по сути скорость реакции моноколеса на ваш наклон вперед или назад. В жестком режиме при малейшем наклоне колесо срабатывает моментально. В итоге колесо беспрекословно держит горизонт. Ощущается, как будто стоишь на табуретке. Летом этот режим использует большинство опытных райдеров, поскольку он дает более резкое ускорение и минимизирует шанс продава. А в мягком режиме педалей колесо позволяет немного себя наклонить, прежде чем начнет подъезжать под райдера. По ощущениям напоминает мягкий стул. Многие моноколесники считают такой режим более комфортным. Но возвращаясь к зимней эксплуатации моноколеса, стоит отметить, что мягкий режим педалей немного уменьшает шанс срыва колеса в проскальзывание, в некотором смысле имитируя некие зачатки антипробуксовочной системы. Меняется жесткость педалей, как правило, через приложение. Замечу, что настройки режимов жесткости на разных колесах могут ощутимо отличаться, поэтому попробуйте разные и выберите тот, который подходит именно вам. Самый узкий узел моноколеса для зимы – это, конечно же, аккумулятор. На канале есть отдельный выпуск о том, как же правильно его эксплуатировать и обслуживать, чтобы продлить срок его службы и не получить неприятных сюрпризов. Ссылка в правом верхнем углу. А в рамках этого ролика я хотел бы напомнить о нескольких моментах. Первое. Никогда не заряжайте замерзший аккумулятор. Если вы принесли моноколесо с мороза, перед началом зарядки дайте ему постоять 2-3 часа в тепле. Второе. Ездить на моноколесе в мороз допустимо, если аккумулятор не промерз. Утеплять аккумулятор снаружи практически бессмысленно, ибо промерзает он со стороны арки. Третье. Аккумулятор работающего моноколеса обладает некоторым саморазогревом. Если мороз не сильный, то этого достаточно. Просто не выключайте моноколесо. Четвертое. Как только что сказал, часть электроэнергии уходит на разогрев элементов. И кроме того, само напряжение на элементах при отрицательных температурах немного падает. Поэтому пробег моноколеса на морозе может сократиться раза в 2 и даже больше. Пятое. В мороз моноколесо не способно выдавать те же токи, что и при положительных температурах. А это значит, что продавить моноколесо зимой на порядок проще. Это особенно актуально, если емкость аккумулятора невысокая, в нем конструктивно мало параллелей или если вы используете подушки. Кстати, если нужен обзор этих подушек, напишите в комментариях, я с удовольствием сделаю. Вот мы и подошли к основной части, а именно непосредственно к самой эксплуатации. И первое, пожалуй, самое опасное, с чем придется столкнуться, это пробуксовка. Лед, небольшой поребрик или ямка могут стать причиной проскальзывания колеса, которое, в свою очередь, с высокой вероятностью приведет к соскоку с моноколеса или даже падению. Совсем искоренить это, к сожалению, не получится, но обезопасить себя можно 2 способами. Первый – подготовить моноколесо, и об этом я уже рассказывал в текущем и позапрошлом выпусках. И второе – поменять стиль езды и прогнозировать опасные моменты. Вот про этот пункт и стоит поговорить отдельно. Зимой приходится ездить более плавно, не допуская пробуксовки с очевидным исходом. Стоит избегать любых резких движений, постараться воздержаться от интенсивных ускорений и, главное, торможений. Ребят, падение назад – это вообще лотерея без хороших призов. Пробуксовка, о которой я говорил выше, приводит, как правило, к продольному проскальзыванию моноколеса. Однако зимой можно получить также и поперечные выскальзывания. Происходит это в случае, если центр масс сильно выходит за свою проекцию, или центробежные силы достаточно велики. Короче говоря, будьте бдительны при смене направления на скользких участках. Чтобы описать технику зимней езды, я бы посоветовал обрисовать вокруг райдера мнимую стеклянную трубу и не выходить за ее границы при движении. Ездить змейкой зимой, тем более агрессивно, уже так себе идея. То, что вполне работало летом, может совсем не подходить для зимы.
Описать все ситуации невозможно, но я лично стараюсь придерживаться 3 принципов. Прогнозировать, анализировать, не расслабляться. По свежевыпавшему снегу ехать стоит с самой высокой осторожностью. Ведь он отлично скрывает и лед, и ямки, и камни, и прочие препятствия. Летом вы, как правило, их видите и можете вовремя среагировать. А зимой эти подснежники часто будут сюрпризом. Так что держите коленки всегда слегка согнутыми и будьте начеку. Отдельное внимание стоит уделить покрытиям-паразитам. Сюда, конечно, относятся заледеневшие лужи под слоем выпавшего снега. Но главные представители тут – это металлическая плита или люк, трамвайные рельсы в частности, кусок шлифованного мрамора и масса других подобных нежданчиков. Наиболее неприятно они для райдеров, которые используют шипованную резину. Несмотря на все ее преимущества, на таких покрытиях она может повести себя непредсказуемо. Именно поэтому я больше склоняюсь к выбору липучки. Хотя и про шипованную резину мы еще обязательно поговорим в следующих выпусках. Ну и давайте рассмотрим поближе, чем же чреваты такие сюрпризы. Предположим, что у нас имеется люк, на который въезжает райдер на моноколесе, продолжая ускоряться. В этом случае моноколесо, скорее всего, уйдет в букс. И в итоге клюнет носов, высадив райдера сделать пробежку, либо пару кульбитов. И это классика. Но возможно и другая, более неприятная ситуация. Та же самая история, но предположим, что сразу после люка идет кусок асфальта или какого-то другого покрытия с хорошим сцеплением. В этом случае моноколесо, буксующее на около максимальных скоростях, когда достигнет этого покрытия, резко рванет вперед, опрокинув райдера на спину. И именно эта ситуация наглядно показывает, насколько важно зимой носить шлем. Еще одна неприятность, с которой приходится сталкиваться зимой, и это холод. При езде на моноколесе мы малоподвижны, а поток встречного воздуха на скорости делает свое дело. Если вы едете до ближайшего магазина, то это вовсе не проблема, но если ваша дорога займет более часа, то обязательно позаботьтесь об утеплении. Впрочем, об этом я уже рассказывал в прошлом выпуске. Следующая помеха зимней езды – налипание снега на обувь и, как следствие, на педали. Именно по этой причине зимой просто необходима установка шипов. Как это сделать на примере колеса Kingsong, я рассказывал в одном из прошлых выпусков. Конечно же, в идеале стоит постараться не спешиваться лишний раз. Но если это невозможно и останавливаться приходится часто, то против такого количества налипающего снега даже шипы могут оказаться бессильными. Тут есть два решения. Ввозить с собой солонку и посыпать педали, через некоторое время снег растает. Должен признаться, этот метод я нашел на просторах интернета, но никогда им не пользовался. Но ради ролика пришлось потестировать. И, как показала практика, это в принципе работает, но совсем не панацея. И второй метод, как многие уже догадались, это поменять педали на так называемые пельменицы. Я рассказывал про них несколько выпусков назад, ссылочка в правом верхнем углу. Плюсы очевидны, и снег на них не налипает, и шипов можно вернуть сколько душе угодно. Да и коррозии они практически не подвержены. Единственный их минус, на мой взгляд, это цена. К сожалению, снег налипает не только на педали. Он также забивается в арку моноколеса. Небольшое количество снега между мотор-колесом и корпусом не будет чем-то критичным. Но вот если вся арка забьется целиком, то это запросто может заблокировать колесо, что в свою очередь может привести к выходу моноколеса из строя. И хорошо, если в этом случае удастся отделаться лишь предохранителями. Но, увы, как показывает практика, часто горит и сам контроллер. Кроме того, если радиатор контроллера расположен над мотором-колесом, как, например, в Kingsong 18L, набивающий снег может его выдавить, нарушив гидроизоляцию блока электроники со всеми вытекающими последствиями. Особенно часто эта проблема случается при около нулевых температурах, когда снег достаточно липкий. Так что, если вы видите, что арка сплошь заполнена снегом или колесо в арке перестало свободно проворачиваться, немедленно прекратите эксплуатацию и удалите снег. Если он рыхлый и еще не трамбовался, то его можно просто вытряхнуть. В противном случае, чуть ли не единственным решением будет занести моноколесо в теплое помещение и дать снегу растаять. И тут я еще раз напомню,
что не стоит класть моноколесо на бок, что крайне губительно для подшипников. Особенно часто этим грешат автолюбители. Если ваш багажник еще не оборудован специальными креплениями для вертикального хранения моноколеса, вполне рабочим решением будет транспортировка моноколеса между сиденьями. А если вы резонно переживаете за чистоту салона, то просто припасите несколько мусорных пакетов. Много места они не займут. Должен признаться, я несколько скептически отношусь к использованию страховочного ремня в летний период. Особенно это касается больших скоростей, поскольку подвергает райдера опасности. Но зимой, особенно если в гололед приходится ездить в многолюдных местах, использование страховочного ремня вполне оправдано. А если ездить с горки или в горку, то и вообще крайне рекомендуется. Думаю, и это очевидно, что при спуске или на подъеме шанс пробуксовки и выскальзывания моноколеса существенно возрастает. В общем, даже если вы не используете страховочный ремень постоянно, и иметь такой в рюкзаке не будет лишним. Много места не займет, но на склоне может избавить от очень неприятных последствий. И, конечно же, при использовании страховочного ремня не забудьте отключить блокировку двигателя, которая может быть реализована как кнопка, например, в Gateway, или как кнопка сна под ручкой для InMotion, ну или танзадатчик для модели Kingsong. Еще один момент, которому я хотел бы уделить внимание, это спешивание на скользком покрытии. Самые нелепые падения происходят именно тут. Подтаявший на подошве снег делает ее скользкой. А колесо, придерживаемое другой ногой, стоит под углом и при этом уже не загружено весом райдера. В общем, будьте осторожны. Ну и напоследок буквально пару слов про уход за моноколесом. После того, как вы принесли моноколесо в тепло, снег растаял и покрышка немного просохла, проверните колесо на 180 градусов. И это поможет второй половине покрышки быстрее просохнуть, тем самым продлив срок службы покрышки, а также сократит скапливание нежелательной влажности внутри арки моноколеса. Как бы вы хорошо ни ездили, падения зимой весьма вероятны. Где-то получится устоять на ногах, где-то нет. И как бы вы хорошо ни прогнозировали, предусмотреть всего зимой невозможно. Поэтому, если вы только набираетесь опыта, старайтесь зимой ездить максимально плавно. Но самое главное, не ленитесь надевать защиту. Ну и в завершении выпуска позвольте мне напомнить, что на момент выхода ролика ни одно моноколесо не предполагает его зимнюю эксплуатацию. Поэтому, прежде чем вы будете использовать гарантийное моноколесо зимой, стоит учитывать, что это может привести к потере гарантии. Если для вас это важно, то зимнюю эксплуатацию необходимо согласовать с продавцом. Вот, пожалуй, и все основные моменты, которые мне удалось накопить за 4 зимних сезона. Возможно, я был слишком въедлив, и после просмотра этого ролика возникнет ощущение, что езда зимой – это очень напряжно. Поверьте мне, все совсем наоборот. Просто стоит помнить и учитывать все эти особенности. В остальном зимой на моноколесе испытываешь много таких эмоций, которые ни за что не получишь летом. Черкните мне в комментариях, был ли этот выпуск полезен и не напрасно ли я потратил на него 4 месяца своего времени. Всем добра, положительных эмоций о зимней эксплуатации. До скорых встреч, Анатолич, чертово колесо, увидимся. И самое хорошее, Юра, давай, Юра, раз, всем привет, эксплуатировать. Всем привет. В этом случае колесо может запросто сорваться в букс. В остальном зимой нам... Да что я вот так делаю, блин, прям бесит. Убрать этот жест. В остальном зимой на моноколесе испытываешь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я жду, пока отмотается. Непосредственно перед выездом стоит уделить внимание двум моментам. Ну и давайте рассмотрим поближе, чем же чреваты такие сюрпризы. Всем привет! Если вы сомневаетесь, эксплуатируете... Шла Саша по шоссе.
3, 4. Сейчас. Раз, 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 раз. Унитаз, раз, раз, раз. 3, 4. И есть райдер на моноколесе, въезжающий в этот люкс и Какой в люк въезжает? Ну как-то в люк въезжает. Кто так говорит вообще? Юра. В люк въезжает. Ну в люк! В люк, райдер, в люк! Пизда ему! Как подготовить моноколесо к зимней эксплуатации и как, господи, пень.